Кому нужно вранье о колонизации русскими Сибири? Западные историки, в том числе и те, которые были наняты Романовыми для выдумывания той самой истории России, которая на самом деле является заказной политической историографией этой прозападной династии, описывают в учебниках истории, как шло освоение и колонизация якобы всегда неисторической и малозаселенной Сибири казаками и русскими во времена империи Романовых. А их продажные слуги из числа прозападных историков и экскурсоводов, преимущественно уральских и сибирских, разносят это откровенное вранье до умов жителей этих регионов в целях подогревания сепаратических настроений. Но на самом деле нужно понимать, что Ватикан и его слуги Романовы с помощью западных историков и иезуитов осуществляли в 17-18 веках тотальную фальсификацию истории, главной причиной которой было сокрытие существования предыдущего центра мира – сибирской метрополии белой расы, свободной конфедерации народов, известной на Западе как Великая Тартария, частью которой была и Русь, а также той самой катастрофы, которая и уничтожила этот центр мира допотопной ведической цивилизации. Однако упоминание об этой катастрофе имеется в малоизвестных книгах ученого и иезуита Афанасия Кирхера, как о тартарском локальном потопе, и его название дает нам возможность понять, где находился эпицентр этого бедствия – в Сибири. Вот почему эта земля после катастрофы стала, по словам немецких историков, нанятых Романовыми, неисторической и малозаселенной. И на карте Старого Света Фра Маура 1459 года по всей Сибири мы видим множество городов, что позволяет нам понять, что еще в 15 веке эта метрополия существовала, как и существовало огромное количество городов на русском севере. А вот Европа, и особенно западная, по сравнению с этими территориями, выглядит самой настоящей захолустной провинцией, всего с несколькими крупными городами, такими как Лютеция и Прага. И, конечно, учитывая удаленность этого региона от эпицентра катастрофы, можно понять, почему именно он под руководством Священного Рима Ватикана стал новым центром после катастрофного мира. Но, конечно, этому центру правда о его захолустном прошлом и о том, что он стал центром цивилизации только благодаря катастрофе, была крайне невыгодна. Вот почему понадобилось выдумывать новую версию истории с никогда не существовавшей в реальности Римской империи, якобы существовавшей тысячи лет. И, соответственно, под это дело была и заточена выдуманная Скаллигером и Питавиусом версия хронологии прошлого. К тому же Ватикан с помощью крестовых походов и новой религии иудео-христианства подминал под свою власть отколовшиеся после катастрофы на независимое образование территории единой ведической цивилизации, приписав именно себе все ее былые заслуги. И это объясняет, почему по всей Европе крестоносные орды во время Священной Инквизиции откровенно и безжалостно зачищали и носителей ведических знаний, и их источники, назвав это борьбой с еретиками и с ведьмами. Так вот, есть другие, нелживые ватиканские русофобские источники, которыми пользуются западные историки и наши отечественные продажные слуги Ватикана и лондонского Сити. И эти источники подтверждают, что русские не могли быть колонизаторами Сибири, поскольку сами изначально вышли именно из этого региона. Вот что об этом источнике пишет честный российский историк Дмитрий Белоусов в своей книге «Хозяева Великой Евразийской империи». Теперь обратимся к китайским летописям. В 13-10 веках до нашей эры летописцы культуру Западной Сибири описывают «э-ло-сы», что в переводе означает «русский». Поскольку у китайцев проблема с произношением звука «р», то слово «урусь», а именно так монголоиды всегда называли русов, у них трансформировалось в «э-ло-сы». Достаточно заглянуть в современный китайско-русский словарь, чтобы перевести «э-ло-сы» как «Русь», «Россия», «Урусь», «Русский». В китайских летописях написано, что народ Элосы издревле проживал рядом с Китаем, имел 2000-летнее государство в Сибири Усунь, то есть Русь. В китайском слово «Урусь» трансформировалось в Усунь, но довольно рано переселились на запад, за Урал, в Восточную Европу и составил русский этнос. И с тех пор они упоминаются китайцами под именем Аласы, Алеши, Арусы. Исследование о племени Усунь гласит, в ханьское время, 2 век до нашей эры, Старое царство Усунь первоначально находилось между Цилянь и Дунхуаном. Усуни тогда были посредниками между Хунну и Западным краем. Отсюда они переселились и достигли Чигу, а оттуда и Цунлину. С этого времени в Цунлине не было слышно об усунях, зато на западе от хребта Ула, Урал, появились алосы. Китайский историк Хэ Цзао Тао
Шофан Бычейн, 1861 год. Хэ Цзютао однозначно пишет, усуни являются предками русских. В III веке до нашей эры первый китайский император Ци Ши Хуанди писал: «Там далеко на севере находится могущественное государство с иной культурой и образом жизни. Люди ходят в штанах из-за холода». При этом необходимо учесть, что в этот период Китай был сильной империей с развитой металлургией и другими производствами, наукой, культурой, а мужчины в Китае аж до середины 20 века ходили в юбках. Император также писал о гибели различных завоевателей, вторгавшихся в эту северную страну. Итак, все эти китайские источники подтверждают не только существование на якобы неисторических и всегда малозаселенных землях Сибири мощного государства в давние времена, но и тот факт, что его создателями были предки русского народа, который ушел за Урал в Восточную Европу, причем задолго до прихода туда угро-финских народов. Это, кстати, полностью подтверждается сказанием о Словении и Руси и городе Словенске, в котором четко написано о том, что скифские племена славян и русов пришли со своими князьями еще 1000 лет назад на пустующие земли в районе реки Волхов и озера Ильмень. Также этот факт, что угро-финны пришли с Урала гораздо позже русов в Восточную Европу, подтверждают работы Светланы Жарниковой и Лидии Гроф. И все это полностью развенчивает лживые ватикано-ландоидные мифы о якобы колонизации русским народом в начале угро-финнов в Восточной Европе, а затем и народов Сибири и Урала. На самом деле, после гибели в катастрофе родственных белых народов тартар и монголов, а также их сибирских городов, русские и казаки заново осваивали эти земли своих предков. Кстати, многие новгородские летописи упоминают о державе светловолосых и русскоговорящих европеоидов, живших по обеим берегам Оби, а также об их многочисленных городах. Именно здесь находилось и упомянутое Пушкиным сказочное Лукоморье, а также неизвестно как исчезнувшие в официальной истории города Грустина, Мангазея и другие. И отряд Ермака на самом деле был послан на разведку, чтобы узнать, что сохранилось от сибирской метрополии после катастрофы. Вот почему он занимался составлением карт и восстановлением крепостей на месте городов погибшей Тартарии. Ну а заодно ему пришлось освободить остатки выжившего в катастрофе коренного населения от иго, пришедших уже после катастрофы из Средней Азии кучумовцев, обложивших местное население данью. И секрет успеха этого небольшого отряда казаков и русских как раз и был в поддержке немногочисленного, но коренного населения этих мест, с которыми они имели общих предков. И не зря уже после миссии Ермака на карте Ремезовых, изданной в составе чертежной книги Сибири в 1701 году, именно эти земли Западной Сибири обозначены как Великая Тартария, которая в качестве сибирского царства входила в державу Ивана Грозного. Так что не было никакой колонизации русскими Сибири, и все эти лживые байки западной официальной истории нужны нашим врагам только для расчленения нашей страны и захвата богатств Сибири, на которые они давно уже точат зубы. Ну а тем доверчивым представителям местного населения, которые поверили этим лживым сказкам Запада и его продажных слуг, нужно вспомнить о том, что именно настоящие колонизаторы и захватчики чужих территорий, англосаксы, сделали с коренным населением Америки, и сколько бед и страданий они принесли народу Индии и других своих колоний. Да и в наше время, во что они превратили достаточно благополучные в материальном отношении до их вторжения Ливию и Ирак, чтобы понять, какая судьба уготована в их планах для других стран. Вот такую интересную статью я озвучил сегодня для вас. Хочу напомнить, что мое мнение не всегда совпадает с мнением автора статьи. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.